Первым делом клеим демпферную ленту, клеим ее на специальный клей, то есть термоклей в пистолете. Многие знают, что это такое. Демпферная лента должна быть наклеена везде по периметру, то есть вот в дверных проемах обязательно нужно клеить везде, то есть полностью закрываем весь периметр, потому что тепловое расширение, оно вас не пощадит. Дальше мы определяемся с нулевой точкой, то есть той точкой, от которой у нас будет начинаться черновой пол. У меня это будет низ порога входной двери. Ставим лазерный уровень, делаем отметки. То есть у меня вот смотрите, получается лазерный уровень бьет, я везде ставлю по нему отметки, и я вымерил, что вот от этой метки до уровня пола у меня будет минус 3,5 сантиметра. Таким образом перенес эти отметки в каждую комнату, поставил так называемый рэпер минус 3 и начинаем монтировать отверстия под наши будущие саморезы, на которых будет у нас закреплен маячковый профиль, он же маяк. Отверстие я бурю где-то каждые 15, максимум 20 сантиметров. Если будете делать расстояние больше, то большая вероятность того, что у вас просто будет маяк проваливаться, и вы провилом просто наделаете ям. В общем, чем чаще будут стоять саморезы, тем естественно у вас будет ровнее стяжка. Теперь мы берем длинную биту и переносим нашу отметку на биту, собственно говоря, по высоте нашего пола. Я думаю, на видео вам понятно, как это делается. То есть вот мы докручиваем саморез до нужного нам уровня и ставим на бите отметку по уровню. То есть теперь шляпка самореза с минусом высоты маяка будет равна нулевой отметке нашего чернового пола. Теперь нам просто осталось докрутить все саморезы по отметке на бите до нужного уровня. И у нас все шляпки будут стоять в один уровень. Не забывайте, что когда мы ставим отметку, учитывайте еще высоту самого маяка. То есть это маяк будет либо шестерка, либо десятка. Так как у меня десятка, значит я от нашего уровня, от минус 3, еще отнимаю еще 1 сантиметр. То есть у меня получается от уровня ставлю я минус 4. Но в целом у меня, еще раз повторяю, высота стяжки получается 6, местами 7 сантиметров. После того, как мы выставили все саморезы, дальше укладываем армирующую сетку. У меня ячейка 10 на 10, металл тройка, то есть пруток 3 мм толщиной. Обвязываем ее. Ну, я лично обвязываю. Просто я смотрел некоторые видео, ребята просто ее устилают, но я думаю, что должно быть покрытие как бы цельное. То есть все, мы сетку постелили, завязали, поставили стульчики специальные дистанционные. Их применяют в основном бетонщики. Я здесь тоже их применяю, чтобы сетка наша не касалась труб. То есть она от трубы где-то получается, стульчик у нас 2,5 сантиметра по высоте. То есть до трубы где-то 1,5 сантиметра у нас сетка не достает. Следующим этапом мы закрепляем маяки на специальные крепления, то есть это так называемые клеммера. И наш маяк уже стоит прочненько, никуда он не денется. На место стыка маяков то же самое применяем кляммер, и он не прогибается и не двигается. Вот, то есть правилом мы проверили, нигде ничего у нас не гнется. То есть стяжку будем тянуть ровно, без всяких ям и бугров. Обязательно отсекаем каждую комнату. Потому что, опять-таки, повторю, не стоит шутить с тепловым расширением. Пол должен быть не привязан к стенам, он должен свободно лежать. Пол нагрелся, увеличился в объеме, пол остыл, естественно, ужался. То есть мы не даем никаких шансов стяжке лопнуть. Школьные уроки физики, что такое расширение материала тепловое, вы изучали, молекулы начинают быстрее движение, соответственно им надо больше места, материал расширяется. Я здесь применяю просто профиль 60 на 27, обычный для гипсокартона. Поставил профиль просто, чтобы не вытекала стяжка и край был ровный, чтобы потом в будущем, я сейчас комнату залью, дам ей высохнуть 1-2 дня, здесь же приклею демпферную ленту и дальше залью следующую комнату. Только так, потому что иначе сразу все комнаты сразу без отсечки тоже лучше не заливать. Я уже много раз такое видел, что именно в этом месте, где у нас дверной проем, получается самое слабое место. Если стяжка, она будет расширяться, обязательно лопнет именно в проеме. Это уже проверено, поэтому с этим, я думаю, никто спорить не будет. Как смонтирован пенопласт? Он должен быть приклеен или прибит очень хорошо к основанию, то есть к плите бетонной.
100%. Обращаю внимание на сетку. У меня здесь сетка тройка, ВР-ка. Ячейка здесь 100 на 100. 10 сантиметров на 10 сантиметров. Стульчики дистанционные. Вот, кто не знает, что это такое. Чтобы сетка не касалась труб, желательно. Почему я не замораживал маяки? Ну, так скажем, не забрасывал их раствором, не дал высохнуть. Сделал все именно вот таким образом, на саморезах. Во-первых, если бы я делал это все раствором, да, представляете, какой бы холм здесь получился. У меня здесь высота стяжки 6, местами 7 сантиметров. Чтобы обмазать маяки, мне пришлось бы делать густой раствор. То есть, если сделать густой раствор, значит не долить воды или перелить воды, это одинаково. И так будет плохо. Вот это самый лучший вариант. То есть мы заливаем стяжку сплошным пластом. Вот, без отрыва, без ничего. Комната за комнатой. Вот одну комнату зальем. Тут отсечка, демпфер будет. Дальше то же самое. Комната отдельно заливается, демпфер. Вот, пожалуйста, любые расширения тепловые, все это будет выдерживать. I'm just lost to feel. I need time to heal. I can't steer the wheel, cause this drive it kills. And it gives me chills. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.